Вот такая вот штука. Вот получилось. Так. Мы в Воронеже больше не проживаем. Ну, вернулись мы с поездки. Кстати, по вопросу, почему я не показываю... Привет! Кстати, по вопросу, почему я не показываю наш районный центр, почему я не показываю, где мы находимся, и не рассказываю. Несколько людей спрашивали. Все дело в том, что мы пока сюда не переехали, я не хочу, чтобы люди знали о местоположении. Я слишком много показываю свой дом, что у меня где здесь лежит. Если, ну, в общем, боюсь ворюк, всякое бывает. Просто не хочу рисковать. Но это все отступление. Сегодня я хочу заняться, наконец, интернетом. Я купил антенну, кабеля за 2500 рублей. Буду проводить тест, как оно сегодня все работает. Еще я взял МТСовский модем. Его разблокировал, чтобы он работал на любой сим-карте. Ну и попробуем, что из этого выйдет. Ну а вы это увидите. Вот он пакетик. Это вот инструкция по прошивке, по настройке. Но у меня все прошито. Собственно, сама антенка. Вот такая вот штука. Вот это вот антенна 4G по идее. Ну, судя по длине, она должна быть на 4G, на частоту 1800. Сейчас будем пробовать. Так, мы находимся на втором этаже. У нас здесь, в этом углу, лучше всего ловит интернет. И нам теперь нужно определить направление, куда нам нужно будет направлять антенну, хотя бы приблизительно. Для этого я скачал, жена точнее скачала такую программку. Сотовые вышки локатора она называется. В общем, благодаря этому приложению ставим сим-карту, подключаем интернет, и мы определяем, какое расстояние до вышки и где она находится. На севере, на юге. По компасу посмотрели направление, и у нас получается две вышки. Одна с той стороны, две точнее с той стороны, и одна вот с этой стороны. Вот, теперь берем ноутбук, подключаем модем, замеряем скорость изначально как было, затем подключаем все это дело и замеряем скорость как стало. И ловим таким образом. Получается, что я подключил модем, он у меня в принципе поймал 4G, вот LTE, но скорость у него не совсем большая. Вот на входящее соединение 9 мегабит, а на исходящее в лучшем случае будет мегабит. И то его, скорее всего, не будет. К примеру, для сравнения, дома, у вас в квартире где-то скорость, скорее всего, 100 мегабит и выше. Здесь нету даже одного. То есть, ну, исходящая меньше в 100 раз, а входящая меньше в 10 раз. В общем, я походил по дому, по второму этажу и посмотрел за антенкой, где уровень сигнала максимально сильный, с какой стороны. И у меня это оказалось, что это вот эта сторона второго этажа. Вот это окно. И самый лучший сигнал это вот с этого окна. Но вот он кабель получается. Я для теста запихал сюда антенку. Пока не крепил, просто определить, какая будет скорость. Берем вот эти вот кабеля, подсоединяем и как видим, у меня сразу же антенна стала полная. И замеряем скорость интернета. Сразу намного бодрее. Скорость интернета увеличилась в 3 раза как минимум. Итак, получается такой результат. Исходящее соединение было 700 мегабит, сейчас 27 мегабайт. Это в 27 раз минимум больше. Входящее соединение 47 мегабит сейчас, а было 7. Ну пускай даже 10. В 4-5 раз больше. Антенка работает. Решение всего лишь на 2600 рублей. Я все это купил. Единственное, модем у меня свой МТСовский был. И интернет появился, причем довольно классный. Вот. Теперь я попозже еще буду покупать ретранслятор сотовой связи, так как здесь сотовая связь тоже ловит не очень хорошо. Ну, либо буду разговаривать в основном по WhatsApp. Сейчас мне нужно будет установить здесь в доме роутер, и в этом доме появится вполне такой себе интернет.
Ну, вот и все. Интернет появился. Сейчас я покажу, как я все сделал. Только сразу хочу сказать, что пока сделано временно, я очень надеюсь, что это временно не постоянно. Но это однозначно не постоянно. В общем, такой у меня 4G Wi-Fi роутер, который специально под модем идет. К нему вот они пошли провода антенна. Они уходят вот туда наверх, на второй этаж, на третий точнее, на мансарду, крышу. И там стоит мачта старая, на нее я повесил. Ну это я сейчас покажу как, что. По интернету теперь у меня появился Wi-Fi, который дает вот такую скорость. То есть этой скорости вполне достаточно, чтобы смотреть фильмы, музыку качать одновременно. Там, не знаю, мне ютубом заниматься и так далее. То есть интернет теперь тут появился. Вот такая у меня мачта была старая. Ну, не кидайтесь камнями, я сделать максимально быстро хотел, чтобы заработал интернет. И я пока сделал так. Естественно, нужно нормально сделать и окно, и нормально покрасить мачту, палку, все это как бы переделать, сделать по-человечески. Но это нужно время, а нам сегодня нужно для вас видос монтировать. В общем, теперь у нас появился интернет, вполне вменяемый, я рад. Выглядит, конечно, антенна как пушка из сталкера, но тем не менее справляется со своей задачей. В общем, две новости. Новость первая. Я в прошлом ролике говорил, что я молодец, закосячил и не проложил трубы для отопления. Мы здесь с женой будем делать батарею. Ну вот я аккуратненько расковырял все это дело. Тут подправить кое-что по канализации. Но основное дело, что я надеялся на бутерброд, пена к стене, на пеноплекс и к пеноплексу опять через пену крепить листы ГВЛ. С надеждой, что это все будет хорошо держаться. Видел в одном из роликов на ютубе, что чувак на них даже висел на таком бутерброде. Человек. И я хотел сделать так. Но на всякий случай, не доверяя всем этим новым технологиям, а любительство все-таки где проще и надежнее, я решил все эти листы поприкручивать. В итоге, я когда стал отрывать низ, а он был приклеен на такой бутерброд, я его очень легко оторвал. Я на самом деле думал, что будет намного сложнее, а пена отошла прям. И пена, и пенопласт, вообще все, короче, расклеилось настолько легко. В общем, не зря подстраховался. Закупил я себе для отопления 32-ю трубу. Она у меня будет идти по первому этажу к радиаторам. Вот 4 штучки взял. Сейчас надо будет проковырять отверстие в этой стене и насквозь, ну здесь вывести сразу себе и насквозь пустить трубу, чтобы можно было заделать эту стену и уже заниматься полами, как я и планировал сегодня. Пока роднульки монтируют видео, другой роднулька спит, и еще одна роднулька спит. Я паял вот эти трубы. Это будут трубы отопления. На самом деле страхово очень в этом месте, я не знаю как быть. Не хочется его закрывать, так как здесь все трубы идут, капитально закрывать, чтобы можно было, если что, отремонтировать или припаять. Потому что сомневаюсь я в пайке. 32-я труба, я на всякий случай, это водонесущая труба получается, и она пойдет, скорее всего, на второй этаж. Поэтому взял побольше. И страшно, вот эти вот стыки я паял на весу. Ну, не уверен. Не паял, не знаю свою работу, поэтому не уверен, как оно должно быть. Будем надеяться, что не потечет все-таки отопление. Дождик пришел. Камера, конечно, этого не передаст, но он поливает как из ведра. Я, кстати, очень люблю дождь. А вы?
Ливеняка закончился, надо продолжать ремонт ванной комнаты. Я наметил, где у меня будет что, примерно выставил уровни. Мне надо примерно 2 ряда кирпичей плашмя белых. Ну, сейчас все покажу. Вот я наметил, получается вот она полосочка. Здесь будет край трапа. Ну, соответственно, здесь будет туалет. Мы думаем, скорее всего, батарею мы развернем, поставим к унитазу, а не здесь, как планировали. Ну, посмотрим. Потому что места маловато, надо еще как-то умывальник поставить. Ну, это будет видно дальше. В данный момент, вот у меня белых кирпичей здесь много. Я буду из них накладывать, делать трап. И поэтому использую кусочки. Ну, вот она, канализационный выход трапа. Здесь под уклоном все. Сделано из расчета 2 сантиметра на метр. Вот. Ну, чтобы вода стекала. Получается, она будет стекать туда и туда. Ну, в общем, история такова, что на улице стоит непонятная погода. Бетономешалку я не хочу выкатывать, потому что может пойти ливень. Не хочется мочить. Буду дрелью с мешалкой пытаться замесить раствор. Попробуем. Другого выхода я пока не вижу. На чем перемешать его лопатой тоже нету. Поэтому будем так. Ну, в принципе, как вариант, неплохо. Виктор, я занят. Маму попроси. Так, первый ряд готов, выложил. Уже даже трап обложил. Пускай подсыхает сейчас второй ряд. Потом здесь станет бортик. И все. Я оставляю засыхать до завтра. И потом по вот этим красным меточкам мне надо будет выставить маяки. Здесь уже наклоны стоят. Но это я уже говорил. И потом залить стяжку. Но это после того, когда все высохнет. Ну, одновременно залью стяжку здесь. И одновременно залью жидкий пол здесь уже доровняю. Потихонечку ванна идет к завершению ремонта ванны. Я нашел клад. Пойдемте покажу. Он находится вот за этой стеной этого раньше сгоревшего помещения подсобного. Как думаете, что? Пишите в комментариях. Остановите прям видео, напишите. Интересно же. Ну, а я иду показывать. Сам не ожидал. Вот он. Уложенный стопочкой. Вообще красота. Я говорил, что мне нужен кирпич. Думал, придется ковырять. А он прям сложенный и ждет меня. Вообще отлично. Там у него сколько? Тут его прям много-много. Вот там кирпичики лежали. Это тоже наша пристроечка. Там был раньше дом, который сгорел. Травку подожгли. И вот сейчас там сын развлекается. И там же кирпичики сложены. Фух. Вот получилось так. Вот он поддон, бордюр. Бордюр я не стал ничем засверливать. Очень сильно надеюсь, что он не отвалится, его не отобьют. Сам поддон сделан примерно в одной плоскости, потому что, судя по углам, завтра я поставлю маячки и залью стяжку. И все. Надо будет давать этому делу всему отдохнуть, точнее высохнуть. Можно будет промазывать стены специальным гидроизоляцией. И потом сверху класть кафель. Единственное, я сегодня еще хотел выровнять вот этот пол, залить, но не дошли руки, не успел. Но тем не менее, я считаю, сегодня неплохо я сделал. Достаточно, при учете, что все мешал вручную, даже не бетономешалкой. Потихоньку все делается, меня это радует.
Че, будущий ученик, бежишь из школы? Еще даже не пошел, а уже из нее бежишь? Нам дочку нужно определить теперь в другую школу, так как мы в Воронеже больше не проживаем. Из школы документы забрали, и, соответственно, поближе к нашему дому, поближе к нашему хутору нужна школа. Есть школа в нашем поселке рядом с нами, к которому относится наш хутор, но она, получается, ехать дольше и дальше, и по дороге хуже. Мы вот в другой район, ну прям рядышком с нашим хутором, поехали определить нашу дочку в школу, сына в садик. Посмотрим, что из этого выйдет. Такая тут школа. Тут даже есть спортзона, большой бассейн и так далее. Теперь главное, чтобы нас взяли в школу, так как мы в другом районе получаемся, хоть он и ближе к нашему дому. Вот, прописка у нас Рамонского района, а школа будет Семилукского. Но будем надеяться, что возьмут и в садик, и в школу. Хвалят их тут. Вот оно, на самом деле, счастье. Беги! Когда оно растет, когда они растут, улыбаются, когда они счастливы, когда они называют тебя папой, когда на тебя равняются. Вот оно, на самом деле, счастье, а не что-то другое. А вот они и роднульки идут. Я так понимаю, нужные бумажки взяли. Сейчас они подойдут, расскажут. Ну чё, взяли? Взяли. Чё говорят? Б-класс. Б-класс берут. Во второй класс? 8 Б. 8 Б. Что еще сказать? 22 человека будет в классе всего. Немного вообще. Всего 2 класса А и Б. Боится, что не справится. Ну, Лёлька, из-за того, что меньше людей здесь в классе, тебе учитель сможет больше внимания уделять. А еще значит, и сказали, знать что лучше она будет. очень взрослая выглядит, класс 10, 11. По сравнению с ее одноклассниками, она очень взрослая. Меня с Да. тобой перепутали. Дочь? Дочь? Куда уйди? А дай ему лишь бы по лужам побегать. Лиза спит? Ну, короче, Лёлька, поздравляю. И я тебя. А вот такой садик. Но здесь, правда, с 1 августа нас только возьмут в садик. Да и в школу Лёля тоже пойдет с 1 сентября. В общем, летом отдыхаем. Призакупились мы снова в Леруа Мерлен. Вон Лёля себе крылья прикупила. Виктору леечку взяли. На самом деле это наш такой пока будет летний душ, скажем так. Прикупили себе вот такой пьедестал. Взяли разные гофры, трубы. Я забыл, что я не кинул к нему трубу водоснабжения холодную. Вот докупили трубу, купили сгоны. И взял маяки обязательно, и взял готовый раствор для того, чтобы сделать стяжку ванны, подготовить для плитки с наклоном. Так как у меня стяжка будет из отсева с камешками, и ровно я ее сделать не смогу, тонкий слой. Я вам сейчас покажу, на что готова моя жена ради дома. Многие писали, что, мол, ей надо сходить к парикмахеру. Она уже говорила, что ей дом строить намного интереснее, чем сходить к парикмахеру. И я вам сейчас это покажу. Вот так моя жена готова ехать 70 километров до дома, чисто из-за того, что этот тазик некуда положить. А он ей очень нужен. Только мне. Ладно, нам. А вот по поводу леек и душа я не шутил абсолютно. Пока делается водоснабжение, купаться действительно где-то надо. И для нас это будет сейчас альтернатива душа. Классная социальная дистанция. Вроде жена есть, а вроде ей нет. Одни ноги торчат. Не видно, не слышно. Как комфортно. Надо еще пристегнуть. Вот тут вот проделать отверстие для ремня безопасности, чтобы нельзя было сюда вылазить. И будет прям вообще круто, идеально. Олька, смотри, что я нашел. Клад мужику. Мужику. Ничего себе. Смотри.
Пошел сильный дождь и сразу началась течь везде со всех сторон. Просто жесть. Короче, это недавно ливень шел, такого не было. А здесь прям вон затекает жестко. Елки-палки.